У отца было несколько братьев, которые жили в разных концах страны. Они виделись крайне редко, но постоянно переписывались, поэтому знали друг о друге все. Один из братьев жил на Алтае и давно звал отца в гости, чтобы порыбачить. Ловля рыбы в Икселе была основным промыслом, и все там уже хорошо обучены этому ремеслу и умеют защищать свой улов от всяких неприятностей. Однако перед отъездом случилось непредвиденное. Накануне отъезда, когда уже были собраны все вещи, отец неудачно оступился на улице и порвал ногу. Из-за этого поездка уже не могла состояться. Отец сидел грустный в кресле и в руках вертел конверт с письмом от брата. В итоге отцу пришлось сдавать билеты, а я тоже расстроился. Однако мой двоюродный брат предложил мне поехать одному. Он сказал, что я здоров и не должен пропадать во время отпуска. Он попросил меня рассказать и показать фотоаппарат по возвращению. Таким образом, я решил сдать отцовский билет на самолет и отправиться на Алтай самостоятельно. Дорога была нелегкой. Я летел на самолете несколько часов, затем ехал на автобусе и пользовался попутками. Но в итоге я добрался до места. Меня приняли с пиршеством, и я провел время с родственниками. На следующий день мы отправились вместе на рыбалку в тайгу. Во время рыбалки я заметил странное сооружение рядом с домиком лесника. Это была деревянная будка, похожая на уличный сортир, и рядом с ней была огромная клетка. Я спросил лесника о них, и он рассказал мне забавную историю. Несколько лет назад, во время грозы, лесник нашел медвежонка, чья лапа застряла в расщелине дерева. Он освободил его и принес в избушку, где построил ему домик с клеткой. Медвежонок стал любимцем рыбаков, и они считали его почти сыном полка. Таким образом, медведь, которого я увидел, был лешим медвежонком, которого лесник спас и вырастил. Лукич был настолько безобидным, что иногда его клетка даже не собиралась. Он с удовольствием шатался возле берега реки, подворовый рыбачий улов. За это мужики его крепко ругали, но Мишка никогда не обижался. Как ни в чем не бывало, он удалялся к себе и ждал следующего удобного случая. Прошел год, Лукич повзрослел и окреп, стал все чаще уходить в тайгу надолго. Но дверь в его избушке никогда не запиралась. Вдруг ему вздумалось наведаться в гости и полакомиться рыбкой. Как-то раз летом внучка Полинка напросилась ко мне на заимку. Я ее еще с измальства в тайгу брал, она любит зверей, не боится грибов, хорошо различает съедобные от ядовитых. А главное, готовит отменно. Девчонка старательная, не балованная. Мы ее жена и дочка правильно воспитали. Она умеет сварить уху, жаркое из грибов и мяса и прибраться после. Никакой работы не боится, не то что городские. В общем, и мне хорошо, и ей. Вместе веселее. Однажды утром я ушел в лес, а Полинка осталась на хозяйстве. Дедок ждал ужина, кошеварил, и из трубы валит дым с ароматом, который разносится на всю округу. Именно этот аромат привлек двух архаровцев, которые уже несколько дней шастали по тайге, устали, оголодали и замерзли. И тут перед ними все, крыша над головой, вкусная еда и девушка в самом соку. Полинке было 14 лет тогда, и они, видно, понимали, что перед ними еще совсем дитя. Да разве таких остановишь? Но ворвались они и сразу стали шарить по кастрюлям и чугунной посуде. А другой подошел к Полине, видать, ему другой голод срочно требовалось. Бедняжка перепугалась до смерти. Я так и не понял, что произошло, потом опомнилась и стала кричать. Но кто ее услышит в тайге? Зверюга этот завалил девчонку лицом на стол, распластался и уже стал расстегивать ширинку. Но в этот момент решил в гости на заимку за рыбой наведаться медведь Лукич. Он услышал, как Полинка кричит на помощь, и хорошо, что гады эти не закрыли дверь в избу. Таня Медведева лапы и угодили. Повезло им, что он тогда еще мал был, иначе живыми бы точно не ушли. Когда Лукич накинулся на них, Полинка смогла освободиться и огреть одного из нападавших по голове поленом. Это оглушило его, и он потерял сознание.
Но самого насильника Лукич утихомирил. Полинка связала обоих веревкой, пока они были без сознания. А вскоре я вернулся с обхода, и мы связанными под дулом ружья отправили их в деревню. Медведь Лукич все-таки периодически наведывается из тайги.